Это одна из самых странных загадок современности. Наши леса слишком молодые, им не больше 130 лет. Как так получилось? Куда пропали все вековые леса, которые росли до XIX века? Все смотрели фантастический фильм Джеймса Камерона «Аватар». В фильме рассказывается о невероятном симбиозе разнообразных форм жизни на далекой планете Пандора. Центральную роль в жизни местного населения занимало поклонение дереву жизни и общение с духами природы. Лес представлен как живая сущность. Все помнят огромные деревья, кроны которых тянутся до небес, яркие цветы и листья размером с человека, бесконечные леса, покрывающие всю планету. Таков вымышленный мир Пандоры. Мы понимаем, что подобных гигантских деревьев в реальности не существует, земные деревья таких размеров не встречаются в наших лесах. Наши деревья маленькие и не хотят расти выше 30 метров. Или хотят расти, но не могут, а может им кто-то или что-то мешает. Не так давно наткнулся на очередную загадку, связанную флорой нашей планеты, а конкретнее с ее лесами. Существует ряд интересных статей, в которых рассматривается странная закономерность. Оказывается, окружающий нас лес появился совсем недавно, в конце XIX века. Да, наши леса очень молодые. При средней продолжительности жизни дерева от 600 до 1500 лет все наши леса имеют возраст чуть более 100 лет, и это не вымыслы, а документально подтвержденные данные. Ученые этот факт не отрицают и даже подтверждают, выдвигая научную теорию исчезновения вековых лесов. Кто скажет обратное, отправляйтесь в лес и найдите хоть одно дерево возрастом старше 130 лет, их просто нет. Куда делись все деревья XIX века, и кто посадил молодой лес в одночасье на таких больших территориях? Что не так с лесом? Давайте попробуем разобраться. Итак, есть факты, которые не вызывают сомнений. Наш лес действительно молодой, ему от силы 120 лет, найти старые деревья невозможно ввиду их отсутствия. Лес растет, и если ему не будут мешать, то деревья могут вырасти до невероятных размеров. Уже в ближайшие 70 лет мы будем сказочные пейзажи с огромными деревьями высотой в 60 метров. Место падения Тунгусского метеорита после изучения большого количества материала, посвященного лесному хозяйству и рассмотрению исторических фактов освоения Сибири, загадок стало еще больше. Конечно, можно сослаться на человеческое воображение и желание увидеть в обычных вещах что-то сказочное, но это не тот случай. Существует огромное количество фотографий, датируемых концом XIX века. На этих фотографиях хорошо видно, лес действительно молодой и засажен совсем недавно. Причем на фотографиях не тот лес, которых окружал заселенные районы, где его могли рубить и использовать для промышленных нужд. Это фотографии глухой тайги, где людей не встретить. Эти данные наталкивают на мысль, что в середине XIX века произошли события, которые привели к полному уничтожению лесов на огромных территориях. Вспомним историю с Тунгусским метеоритом, упавшим в глухой непроходимой тайге в 1908 году. Впоследствии к месту падения были направлены экспедиции. Члены экспедиции фиксировали на фотокамеру место падения метеорита и последствия разрушений. На этих фотографиях запечатлен поваленный молодой лес, все деревья имеют одинаковый размер и диаметр ствола. Это свидетельствует о том, что лес взошел совсем недавно и одновременно на большой территории. Неужели вплоть до конца XIX века на этих территориях не было деревьев? Фотоархив «Сибирь», конец XIX века. Первое фото. Сибирь, XIX век. До горизонта не видно ни одного дерева, только степи, пара кустарников. Второе фото тоже Сибирь, тут вдалеке виднеются одиноко стоящие небольшие сосны, это явно не лесная местность, и сосны взошли совсем недавно. Третье фото. Безжизненная земля, только поселенцы, и вдалеке виднеется то ли молодой лес, то ли кустарники, но сама равнина пустая, ни одного дерева. Томск, то же время. Очень интересная фотография. Служивые фотографируются около огромного пня, видно, что для людей того времени такие огромные деревья являются чем-то необычным, и они решили запечатлеть его на фото.
Дерево с таким стволом молодым назвать нельзя, по самым скромным расчетам этому дереву должно быть лет 250. С учетом того, что дерево было выдрано из земли с корнем, можно предположить, что его подмыло течением и оно рухнуло вместе с корнем или было выдрано из земли какой-то неведомой силой. Хотя при большом желании выкорчевать этот пень тоже не проблематично. Но суть не в этом. Фото доказывает, что огромные деревья были. На самом деле они и сейчас растут, такие деревья считаются достопримечательностью, по всей России их единицы, и растут они не в лесах, а стоят особняком, как правило, на открытой местности, их возраст 200 лет, и есть среди них пару долгожителей, чей возраст оценивается в 350 лет. Северная Америка, вырубка древних секвой, конец XIX века, неужели так обстоят дела с лесом на всей планете? Давайте перенесемся на другой конца мира, в Северную Америку конца XIX века. Вы это видите? Вот они, деревья из «Аватара». Как думаете, какой высоты было это дерево? Кто-то скажет «го», метров 150, кто-то закричит «фотошоп» или «фейк», но нет, уверяю вас, это реальные фотографии и реальные люди. Это вырубка древних секвой в Калифорнии и Канаде в конце XIX века. Этим деревьям явно больше 1000 лет. Они росли в естественной среде и выросли до колоссальных размеров. Естественно, на территории Европы такие деревья не встречаются, но у нас есть свои долгожители. Например, сосна и липа могут жить до 600 лет, лиственница до 900 лет, а дуб до 1500. Почему же мы не наблюдаем этих древних деревьев в наших лесах? Куда вообще подевался весь старый лес, который рос до XIX века? Официальная версия. Официальная версия говорит, что во всем виноваты лесные пожары. Ученые заявляют, что все сгорело, и не просто сгорело, а поэтапно через определенное время возникают спонтанные очаги возгорания, которые и прочищают тайгу, не давая деревьям достигнуть преклонного возраста. Именно по этой причине лес всегда молодой. Эта версия объясняет, почему самые старые деревья растут особняком на открытой местности, огонь до них может достать во время пожарищ и обходит их стороной. Версия достаточно правдоподобная, но есть пару моментов, которые не клеятся с поэтапным уничтожением леса огнем. Где периодичность возгорания? Сейчас весь лес одного возраста, ему чуть больше 100 лет. Получается, что вся тайга сгорела сразу. Выходит, что весь предыдущий лес сгорел в середине XIX века в очень короткий промежуток времени. Неужели в тайге бушевал суперглобальный пожар, пожирающий лес с такой невероятной скоростью? Если это действительно так, то где упоминание об этом пожаре, это ведь было совсем недавно. Да и странно это, почему у нас в тайге постоянные пожары, которые выкашивают все деревья, а в Северной Америке деревья растут до небес. У них там деревья антипожарные или огонь какой-то другой, а может, там постоянно идут дожди? Объясните мне, я не понимаю. Мамонты знали ответ. Откинем теорию с пожарами и немного пофантазируем. Вспомним про мамонтов. Да, именно про этих милых зверюшек, которые по официальной версии вымерли около 10 тысяч лет назад в результате быстрого изменения климата, да настолько быстро, что тела бедных животных не успевали разложиться, а сразу превращались в ледяные скульптуры. По официальной версии обледенение проходило целых 2000 лет, но как же сосульки из мамонтов, которые находят повсеместно? Это больше похоже на глобальную климатическую катастрофу. Такая катастрофа вполне могла уничтожить не только животный, но и растительный мир на огромной территории. Что подтверждают находки мамонтов, желудки которых были набиты тропическими растениями, не характерами для современных лесов, а это означает, что флора на этой территории была совершенно другой. В результате изменения климата растительность была почти уничтожена, осталась только голая холодная степь. Если допустить, что это действительно так, то для восстановления животного и растительного мира в современном виде понадобилось бы не 1000 лет. Можно предположить, что до конца XIX века на территориях Сибири вообще не росли деревья долгожителей, и тайга выглядела
Совсем по-другому, как полустепь, покрытая кустарниками и деревьями-одиночками, а современный лес появился незадолго до освоения этих мест человеком. Это утверждение тяжело опровергнуть, так как нет останков таежных лесов, нет вообще никаких свидетельств вековых лесов на этой территории, есть только молодой лес. Конечно, можно вспомнить про морёный дуб, который вылавливают из рек, но это не тысячелетние стволы, и его не так уж много. Моё предположение, которое не претендует на истину, состоит в том, что загадка молодых лесов кроется в резком изменении климата на этих территориях, что привело к уничтожению всей растительности того периода. Восстановление флоры проходило очень медленно, мы до сих пор можем наблюдать этот процесс. Также можно предположить, что изменение климата проходило не 10 тысяч лет тому назад, а совсем недавно. Довольно неоднозначная и интересная тема, оставляет больше вопросов, чем ответов. По возможности мы еще вернемся к загадке молодых лесов, тем более тут есть о чем поговорить. Поверьте, дорогие друзья, на ваших фотках леса нет. Это просто уловка, призванная нас заставить думать, что это лес, а не 30-метровые кусты. Давайте вернемся к этой картинке позже, а сейчас мысленно перенесемся в лес, где наталкиваемся на старое толстое дерево, мы с ним фоткаемся и даже пытаемся обхватить ствол, однако ничего не получается. Но то, что вы сейчас представили, это огромная редкость, ведь действительно, старые деревья теперь находятся на учете и охраняются как памятники природы. В сети даже шум подняли по этому поводу, почему, мол, все леса, даже в Сибири не старше 200 лет. Куда подевались огромные исполины? Я скажу вам, правильно, что шумят. Дело в том, что еще советские биологи обнаружили странность нашей Земли, а именно, на полюсах скоплено неестественное количество воды в виде льда и снега, а в водах Мирового океана растворено неестественное количество углекислого газа. Такая сумасшедшая концентрация однозначно доказывает о глобальном пожаре прошлого. Нехитрыми расчетами ученые вывели цифру, которая говорит, что совсем недавно случился пожар, спаливший 99% биосферы Земли. Живые клетки, как известно, в основном состоят из воды, поэтому снежные шапки на полюсах Земли — это не что иное, как высвободившаяся из погорелых организмов вода. А вода, как известно, имеет несколько агрегатных состояний, один из которых — газ. Поэтому испарение ушло на безопасные полюса, где сконденсировались под действием температуры и выпало в виде осадков. Просто подумайте, да нет, вдумайтесь в цифру: 99% организмов было попросту уничтожено. То, что сейчас бегает, прыгает, летает, растет, плавает и дышит — это всего 1% обитателей прежней Земли. Так что миф о перенаселении можно смело вычеркивать. Но вот неувязка вышла, раз уж нам тут тесновато и с 1%, то что было раньше? Ученым со стереотипным мышлением пришла в голову мысль, которая убила сразу двух зайцев: если растения не помещаются вширь, значит их надо разместить вверх. Эту теорию поддержали многие именитые ученые, и вскоре лес немыслимой высоты нашли и представили. Фотографии, понятное дело, что это наемные работники, им нужно кормить семьи, но если бы каждый лесоруб отказался от преступного приказа сверху, то лес остался бы целым. Веды часто трактуют в своих рассказах о местах силы, в которых, если не всегда, то часто фигурирует древо. Если кто-то до сих пор считает, что столь большие деревья вырубали ради древесины, то спешу развеять вашу наивность. Дело в том, что старые деревья являются информационными накопителями, базами данных, жесткими дисками, хранилищем огромных данных об истории. Веду, как человеку с хорошими сенсорами, достаточно зайти в старый лес и просто считать всю информацию о прошлом, коснувшись ствола дерева, а какая сила протекает через прикосновение. Об этом лучше умолчать. По какой-то непонятной причине несколько секвой все-таки оставили в живых и даже огородили забором, назвав это заповедником. Теперь экскурсоводы под копирку втирают несмышленым туристам байки, как в какой-то там эре какие-то динозавры чесали спину об кору калифорнийских секвой. Итак, теория об исполинских лесах прошлого доказывается наличием в живых воистину гигантских размеров секвой.